Сегодня я буду шить комплект Барселона, и что мне понадобится. Кружево всего мне нужно было около 2 метров, это на маленький размер, на эсочку. Также мне понадобился небольшой, вот видите, отрезок хлопка для ластовицы. По резиночкам. Бретели нужно 5 метров, здесь у меня не 5, но ее нужно 5. И где-то 1,5 метра отделочной резинки для трусиков. 8 штук регуляторов. Почему 8? 2 на бретели, 4 на подтяжки для чулочек и еще 2 на гартеры. Дальше мне нужно 2 маленьких колечка на бретели, шириной как бретель, если у меня сантиметр, значит и колечки сантиметр, и регуляторы сантиметр. И вот таких 2 больших колечка, это будут для гартеров, потом покажу куда. Также 4 чулкодержателя, также нужна 1 застежка, ну и все. Что по поводу выкройки, значит, это моя выкройка стандартная, которую я всегда использую, лифа. Дальше пояс я выкроила вот таким образом, соединила эту выкройку, убрав там сантиметр на припуске, на шов, и вот так вот по ней выкроила пояс, ну и пояс длиной как обхват под грудью. Дальше, что это у нас? Это трусишки бразильяна, вот это у нас будет низ. Это шов, это здесь резинка будет. Дальше передняя часть трусиков. Вот она обычно идет слитная у меня, и шов только между задней и передней, но мне не хватило ширины кружева, у меня кружево узкое, поэтому я вырезала отдельно ластовицу, и она будет у меня с закрытыми швами. Это детали пояса для чулок, мне таких нужно 4. Первым делом я заправляю оверлок, и все, что мне нужно на нем сшить, я буду сшивать. Дальше переходить к машинке. Итак, первое, что мне нужно сшить, это вот здесь вот по среднему шву чашечки. Теперь сошьем детали пояса по среднему шву. Что и получилось вот так. Дальше я сшиваю трусики, заднюю часть, вот по этому среднему шву. Теперь каждый этот шов нужно отстрочить на машинке с зигзагом. На лифе, на поясе и на трусиках по заднему шву. Теперь нам нужно притачать чашки к поясу. Я сначала их прикалываю лицом к лицу вот так вот иголочками и иду на оверлок, и всю строчку делаю на оверлоке. Также обрабатываем срез пояса на оверлоке, каждую часть отдельно. Теперь мне нужно переднюю часть трусиков соединить с ластовицей. И это я делаю таким образом. Кружевную часть я кладу лицом к лицу. Ну и под низ вот так вот я кладу хлопковую часть. И сшиваю. Все это иголочками сейчас приколю. И ровненько сшиваем, чтобы шов был внутри.
Точно так же я притачала заднюю часть к ластовице. И вот смотрите, все швы у меня закрытые. Теперь займемся лифом. Мне нужно пришить вот такую вот бретель, красную яркую, к лифу по шву. Сначала мы прикалываем иголочками кончики, а потом находим середину и прикалываем середину к середине, ну и так дальше. Пришиваю застежки. Застежки я пришила, теперь занимаемся бретелью. Значит, бретель у меня по 45 сантиметров. Также мне нужно пришить вот такие вот петельки с колечком. И потом через это колечко уже продевать бретель. Перейдем к трусикам. Сейчас мне нужно обработать вот эти вот два среза вокруг ножек. Я решила взять вот такую вот отделочную резиночку, потому что у меня есть пошире, но здесь мне нужна тоненькая и будет хорошо смотреться. Я, как обычно, как во всех видео, показываю. Сначала пришиваю резиночку фестоном вовнутрь, вот так вот. Потом заворачиваю это все дело и еще раз прострачиваю зигзагом. Можете заглянуть в мои несколько последних видео, там тоже все показано, как это делается. После того, как я обработала вот эти вот два края, я хочу проложить поверху резиночку, чтобы она хорошо держала трусишки, и буду использовать вот такую пошире. То есть, если это у меня тоненькая, то это пошире, чтобы никуда они от нас не убежали. Вот, пристрачиваю просто зигзагом. Все, я пришила резиночку. Я пришила даже прерывчатым зигзагом, как видите. Мне он всегда больше по душе. И теперь я пришиваю резиночку вот сюда, к верхнему краю задней части. Такую же толстенькую, плотную, широкую. И пришиваем мы сначала тоже по краю, там где фестон, потом заверну. В общем, все как всегда, как вот здесь тоже будет. А обращайте внимание на то, что уже в завернутом виде вот этот край должен быть такой же ширины, как и вот этот. То есть, чтобы потом мы их могли сшить, и они были одинаковой ширины. Практически все готово. Осталось только боковые швы сшить на оверлоке, я это буду делать. И потом эту оверлочную строчку, я ее в одну сторону буду загибать и прострачивать зигзагом. Или прямой строчкой, тут не важно уже. Теперь займемся поясом. И первое, что я сделаю, это пришью вот эту вот резиночку, бретель, к верхнему срезу. Пришивать я буду все это на машинке прерывчатым вот этим вот зигзагом. Не забываем о том, что всегда, когда мы пришиваем резиночку, неважно куда и где, мы ее немножечко натягиваем. Потому что часто вижу ошибку, что девочки не натягивают, тогда резинка растягивается, и оно все смотрится очень и очень некрасиво. Всегда резиночку натягиваем немножечко, вот так вот ручками натягиваем, когда она именно под лапкой. Так, я прошила пояс зигзагом, и теперь я хочу сделать застежку с одной стороны вот такую, а с другой стороны сделаю регулятор, вставлю регулятор, и будет застегиваться она вот так вот на петелечку, эта застежка. Ну а потом нам нужно будет просто пришить длинные такие бретели, 45 сантиметров примерно. Я буду из вот этой вот резиночки делать их. Так, вот с одной стороны у меня застежечка, а с другой стороны петелечка и с регулятором, чтобы можно было регулировать хотя бы немножко, но ширину пояса. Итак, дальше что я хочу сделать, это вот сюда пришиваем, вот видите, где я иголочку оставила, и вот сюда пришиваем бретели, резинку. И также по шву я буду пришивать тоже резиночку вот здесь и здесь. И к этим резиночкам
обязательно прикрепляем чулкодержатели с регулятором. Еще хочу заметить, что сначала я все 4 вот эти вот резиночки пришиваю поверху зигзагом частым, узким, а потом вот эти вот 2, которые возле кружева, я еще вот здесь вот прострачиваю зигзагом, который прерывчатый, который я ранее показывала, вот здесь прострачиваю, чтобы оно, ну, естественно, вот так вот не выглядело. Вот здесь и здесь по шву. А теперь переходим к самому последнему, это гартеры. Я беру немного больше резинку, чем обхват ножки, буквально, наверное, на 5-7, а то и 10 сантиметров. Дальше мы будем вот это вот колечко посередине сюда сшивать и один регулятор. Вот и все. И в итоге у нас посередине ножки будет вот здесь вот колечко, а где-то сбоку регулятор, для того, чтобы, опять же, можно было регулировать длину вот этого вот гартера. По желанию можно украсить еще бантиками, допустим, вот в этих местах, или вот здесь, там где-то чулочки, и вот здесь, и на трусиках посерединке, или вот здесь на бретелях. Но я так посмотрела и поняла, что, наверное, ничего добавлять не нужно. Мне очень нравится результат. Спасибо вам большое за то, что смотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Всего доброго всем. Пока-пока.